В испанской земле откопали древний иберийский артефакт из металла, которого нет ни в одном земном месторождении. Звучит невероятно, но анализ состава заставил ученых пересмотреть все, что мы знали об этой цивилизации. И это лишь начало загадки, которую до сих пор не могут разгадать. Все началось весной на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, недалеко от древнего поселения, которое иберы населяли еще за 500 лет до нашей эры. Археологи из университета города Валенсия вели вполне рутинные раскопки. Их интересовали остатки жилищ, глиняная посуда, обломки оружия и обычный набор находок для этих мест. Никто не ждал сенсаций. Работа шла медленно, слой за слоем, лопата за лопатой. На третьей неделе одна из студенток, разбирая грунт мягкой кистью, наткнулась на что-то твердое. Сначала подумали: обычный камень или прикипевший кусок железа. Но когда предмет очистили, все замолчали. Из земли показалась пластина размером с ладонь. Темная, почти черная, с необычным матовым блеском. По ее поверхности шли тонкие линии, будто выгравированный узор, слишком ровный, чтобы быть случайным. Первое, что удивило команду — вес. Пластина оказалась заметно легче, чем должен весить металл такого размера. Второе. Она совершенно не была тронута коррозией. Предмет пролежал в сырой земле больше 2000 лет, а на нем не было ни пятнышка ржавчины, ни следа окисления. Рядом лежали железные наконечники, изъеденные временем до трухи. А эта пластина выглядела так, будто ее отлили пару лет назад. Руководитель раскопок, профессор с 30-летним стажем, покрутил находку в руках и честно признался коллегам, что за всю карьеру ничего подобного не держал. Он предположил, что это какой-то сплав, известный иберам, может редкая бронза, может привозной металл с Востока. Артефакт аккуратно упаковали, задокументировали место находки и отправили на анализ в лабораторию. Профессор был уверен, что через неделю получит скучный отчет о составе бронзы или железа. Он даже пошутил, что готов поспорить на ужин. Этот спор он проиграет с треском. Потому что, когда пришли первые результаты спектрального анализа, заведующий лабораторией позвонил ему лично, и голос у него был совсем не тот, каким сообщают о рядовой бронзе. В отчете, который лег на стол профессора, значились цифры, которые сначала приняли за ошибку прибора. Спектрометр показал, что основу пластины составляет никель и железо. Вроде бы ничего необычного, но пропорции этих элементов не совпадали ни с одним известным земным сплавом. А главное, в структуре металла обнаружился высокий процент никеля вместе с редкими примесями иридия и германия в таких концентрациях, которые в природе на Земле просто не встречаются. Лаборанты решили, что образец загрязнен, и повторили анализ трижды на разном оборудовании. Результат не менялся. Тогда пластину отправили в независимую лабораторию в Мадриде, не сообщив коллегам подробностей. Хотели чистого, непредвзятого ответа. Оттуда пришел тот же вывод. Сочетание железа, никеля и иридия в таком соотношении ученые знают очень хорошо. Именно так выглядит металл из железных метеоритов. Осколков, которые падают на Землю из космоса. Такой сплав формируется миллионы лет в ядрах разрушенных астероидов при медленном остывании в условиях, которых на нашей планете нет и быть не может. Никакая древняя кузнец, природная жила не способна дать подобную структуру. Чтобы окончательно убедиться, специалисты сделали то, что называют исследованием на Видманштеттеновой фигуры. Если отполировать и протравить кислотой срез настоящего железного метеорита, на нем проступает уникальный узор из переплетенных полос. Такой рисунок невозможно подделать и невозможно получить искусственно. Пластину аккуратно надрезали с краю, отполировали крошечный участок и капнули реактивом. Узор проступил. Тот самый, космический. Металл, из которого сделали иберийский артефакт, действительно прилетел из глубин Солнечной системы. На этом первое потрясение улеглось и уступило место второму. Метеоритное железо на Земле находили и раньше. Из него делали украшения и клинки еще в Древнем Египте. Метеоритное железо на Земле находили и раньше. Из него делали украшения и клинки еще в Древнем Египте. Само по себе внеземное происхождение материала уже не было бы сенсацией на весь мир. Ученые выдохнули и решили, что перед ними редкий, но объяснимый случай. Иберы нашли упавший метеорит и выковали из него пластину. Но когда находку положили под микроскоп и разглядели, что именно вырезано на ее поверхности, эта спокойная версия рассыпалась на глазах. Потому что линии, которые сначала приняли за простой орнамент, орнаментом не были. Под увеличением тонкие линии сложились в систему знаков. Это была надпись. Ряды символов, нанесенных на твердейший метеоритный металл с невероятной точностью. И тут возник первый по-настоящему неудобный вопрос. Метеоритное железо чудовищно твердое и хрупкое. Обрабатывать его крайне сложно даже сегодня, с современными инструментами. Как бронзовым и железным резцом 2 с лишним тысячи лет назад кто-то умудрился вырезать на нем аккуратные ровные строки, знаки передали специалистам по древним письменностям. И те опознали иберийское письмо, систему, которой пользовались народы восточного побережья Пиренейского полуострова до прихода римлян. Проблема в том, что иберийское письмо расшифровано лишь наполовину. Ученые знают, как звучат многие знаки, умеют читать их вслух, но значение большинства слов остается тайной. Ученые знают, как звучат многие знаки, умеют читать их вслух,
но значение большинства слов остается тайной. Язык иберов не родственен ни латыни, ни греческому, ни одному из живых европейских языков. Мы можем произнести надпись, но не понимаем, о чем она. Часть символов все же удалось истолковать. Среди них встречались знаки, которые в других иберийских надписях связывали с понятиями неба, огня и чего-то падающего сверху. Это заставило исследователей задуматься, а знали ли сами иберы, откуда взялся их металл? Возможно, они своими глазами видели, как с неба падает огненный камень, подобрали его и сочли даром богов. Настолько ценным, что решили выковать из него священную пластину и покрыть ее письменами. Датировка подтвердила возраст. Слой земли, в котором лежала находка, относился примерно к IV веку до нашей эры. В это время иберы вовсю торговали с финикийцами и греками, строили укрепленные поселения, чеканили монеты. Но ничего, что говорило бы об умении работать с метеоритным железом, в их культуре прежде не находили. Ни одного похожего предмета. Пластина оказалась единственной в своем роде. И чем дольше ее изучали, тем сильнее крепло ощущение, что перед учеными не просто украшение и не случайная поделка. Расположение знаков, продуманная форма, выбор редчайшего материала – все указывало на то, что пластина имела особое назначение. Кто-то потратил колоссальные усилия, чтобы создать именно эту вещь, именно из этого металла. Оставалось понять, зачем. И ответ, к которому подступились исследователи, оказался куда тревожнее, чем история про упавшую с неба звезду. Тревога началась с обратной стороны пластины. Когда ее перевернули и осмотрели тыльную поверхность под сильным увеличением, обнаружили едва заметные бороздки, следы обработки. Но следы эти были не хаотичными царапинами кузнеца. Они шли параллельно с одинаковым шагом, будто металл снимали ровными проходами. На таком твердом материале это означало одно – использовался инструмент тверже самого метеоритного железа. А в IV веке до нашей эры таких инструментов у иберов быть не должно. Металлурги предложили несколько объяснений. Может, пластину нагревали и обрабатывали в размягченном состоянии по особой утерянной технологии. Может, применяли абразивы, продок, твердый песок или толченый камень, шлифуя поверхность месяца. Каждая версия требовала от древних мастеров знаний и терпения, которых мы за ними не подозревали. Получалось, что иберы владели ремесленными приемами гораздо более высокого уровня, чем считал. Уже одно это переписывало главу учебников. Дальше нашли еще одну странность. Химики измерили содержание некоторых изотопов в металле и сравнили с базой данных по известным метеоритам, падавшим на территорию Европы. Совпадений не оказалось. Ни один зарегистрированный европейский метеорит не подходил под этот состав. Это могло значить, что камень упал в местности, где его падение никто не задокументировал, что вполне вероятно для древних. Но допускало и другое. Метеорит прилетел откуда-то издалека и был привезен к иберам через торговые пути, возможно, за 1000 километров. Тогда исследователи задались вопросом о финикийцах. Эти мореходы бороздили все Средиземноморье, добирались до Атлантики, торговали металлами, оловом, серебром. Что если именно они доставили иберам кусок редчайшего небесного железа, как драгоценный товар, диковину, за которую местная знать готова была отдать целое состояние? Тогда пластина не местное чудо, а свидетельство древней торговой сети, куда более разветвленной и богатой, чем рисовали историки. Но ни одна из версий не объясняла всего сразу. Слишком твердый металл, слишком тонкая обработка, письмо, которое почти невозможно нанести, состав, не совпадающий ни с чем. Каждый ответ тянул за собой новый вопрос. И пока ученые спорили, кто-то из команды заметил деталь, на которую поначалу никто не обратил внимания. Деталь, спрятанную в самой надписи. И она меняла смысл всей находки. Деталь заметил лингвист, который в 100-й раз перебирал прорисовку знака. Один из символов в надписи повторялся несколько раз, всегда в одном и том же положении, в начале коротких строк. И этот знак не был иберийским. Он не встречался ни в одной другой надписи иберов, ни на монетах, ни на керамике, ни на надгробии. Чужой символ, вплетенный в местное письмо. Его показали специалистам по другим древним алфавитам Средиземноморья. Ответ пришел неожиданный. Ближе всего этот знак стоял к финикийским и раннегреческим формам, обозначавшим счет. Что-то вроде разделителя между числами или мерами. Иными словами, на пластине, судя по всему, был не молитвенный текст и не имя вождя. Там были записаны числа. Перечень, учет чего-то. И тут картина сложилась совсем иначе. Ровные строки, разделенные чужеземным знаком счета, редчайший материал, огромный труд по обработке. Все это указывало не на священную реликвию, а на нечто вроде описи или ценностной метки. Пластину из небесного металла могли использовать как эталон, как удостоверение подлинности, как символ договора между людьми, говорившими на разных языках. Металл, упавший с неба, был идеальным носителем. Он не ржавел, не изнашивался, его нельзя было подделать, а его происхождение придавало любой сделке вес божественной клятвы. Но именно здесь
есть наука и уперлась в стену. Расшифровать сами числа не вышло. Для этого нужно знать систему мер Иберов, а она утеряна. Понять, что именно считали на пластине — зерно, серебро, головы скота — дни — невозможно. Ученые получили форму послания, но не его содержание. Они держали в руках документ возрастом в 2 с лишним тысячи лет, могли прочитать его вслух, знали, из чего он сделан и откуда прилетел материал, и все равно не понимали главного. Так вопрос, вынесенный в самое начало, получил лишь половину ответа. Да, металл действительно был внеземным. Осколком метеорита, а не продуктом инопланетных технологий, как мелькало в первых слухах. Никаких пришельцев. Но то, что иберы сумели обработать этот металл, покрыть его смешанным письмом с чужими знаками и превратить в документ, опрокидывало прежние представления о них как о полудиких племенах на окраине античного мира. Цивилизация, которую считали простой, вдруг оказалась сложнее, богаче и загадочной. А пластина объясняла, объяснив свое происхождение, оставила без ответа самый главный вопрос: что за сделку, счет или клятву на ней записали? И кто? Новость о находке разлетелась по научным журналам, и вокруг пластины закипел спор, который не утих до сих пор. Одни исследователи требовали новых раскопок на том же месте. Если иберы делали документы из метеоритного железа, значит, где другие? Другие осторожничали, напоминая, что перед нами всего один предмет, и строить на нем переворот в истории целого народа рискованно. Университет Валенсии организовал повторную экспедицию, перекопал соседние участки поселения слой за слоем и не нашел ничего похожего. Пластина осталась единственной. Ее передали в реставрационную лабораторию, где на нее завели отдельный температурный и влажностный режим, будто на музейный шедевр первого ряда. Каждую строку заново отсняли в высоком разрешении и выложили в открытый доступ, с расчетом, что рано или поздно кто-то из специалистов по иберийскому письму сумеет продвинуться дальше. Пока этого не случилось. Числа на небесном металле по-прежнему молчат. Изменилось другое. В учебники и научные статьи об иберах теперь вписана строчка, которой раньше не было. Этот народ умел добывать, обрабатывать и использовать метеоритное железо. Материал, с которым в древности справлялись единицы культур на всей планете. Иберов перестали считать простыми земледельцами на обочине античного мира. Их технические навыки, торговые связи и грамотность пришлось пересматривать в сторону повышения. А пластину время от времени достают из хранилища для новых исследований. Каждый раз с надеждой, что более совершенные приборы вытянут из нее еще крупицу информации. Один такой анализ дал последнюю на сегодня деталь. На самом краю пластины, там, где металл истончался, обнаружили микроскопический след, крохотное отверстие, аккуратно пробитое насквозь. Через него, судя по всему, продевали шнур или цепочку. Тот, кто владел этим документом из упавшей с неба звезды, носил его на себе. Не прятал в сундуке, не закапывал в тайник, держал при себе, у самого тела, как самую важную вещь, которую нельзя потерять. Кто это был и что за счет он берег ценой такого труда? Земля Аликанте пока хранит при себе.